Сейчас будет краткий пересказ фильма «Стеклянный дом». Приятного вам просмотра. 16-летняя Руби Бейкер и ее юный брат Ред потеряли своих родителей Дэвида и Грейс в автокатастрофе. Их завещание не сохранилось, но согласно его условиям, дети переходят под опеку соседей по дому, бездетных супругов доктора Эрин Гласс и Терри Гласса, которые живут в большом стеклянном доме в Малибу. С самого начала все складывается не лучшим образом. Дети вынуждены жить в одной комнате, они больше не получают частного образования, а Реду разрешено играть в видеоигры в любое время суток. Руби не нравятся любовные намеки Терри, когда они остаются наедине, а позже она находит немаркированные лекарства и видит, как Эрин делает себе уколы, хотя она утверждает, что это от диабета. Руби пытается заставить адвоката по делам наследства и трастовых фондов детей Элвина Биглейтера принять его опасения. Но приехавший социальный работник Нэнси Райан поддается заверениям пары. Позже в мусорном ведре Руби обнаруживает открытку от дяди Джека по материнской линии и письмо из частной школы о том, что Глассы не зарегистрировали детей, присвоив себе плату за обучение в размере $30 тысяч. Руби также узнает, что Терри в долгах у ростовщиков и постепенно понимает, что очки охотятся за трастовым фондом братьев и сестер в $4 миллиона. Подозревая, что ее родители погибли, Руби обнаруживает доказательства причастности Глассов, заметив в магазине Терри автомобиль Saab, похожий на автомобиль Дэвида, и прочитав статью о том, что родители Руби ездили на BMW. Позже выясняется, что он зарегистрирован на бизнес Терри. Более того, Руби исключают из школы, потому что ее сочинение, которое Терри написал для нее в качестве одолжения, оказалось плагиатом. Терри планирует отправить Руби в дальнюю школу-интернат. После того, как ростовщики подталкивают его к выплате долга, Терри пытается получить деньги у попечителя, утверждая, что они должны быть использованы на благо детей. Ему отказывают в просьбе, и он показывает копию письма в отказе от регистрации школы, ранее отправленного Руби по факсу, что заставляет попечителя усомниться в истинной цели использования денег Терри. Этой же ночью Руби крадет ключи от машины Терри, будит Ретта и уезжает на его Ягуар, пытаясь скрыться, но из-за ползня ее останавливает полиция и требует предъявить права. Появляется Терри и Эрин, которые уговаривают полицейских отпустить детей. После, вернувшись домой, Руби снова пытается убежать, но ее сбивают с ног и накачивают запрещенными веществами. Терри говорит Эрин, что они должны избавиться от нее. Эрин одолевает чувство вины, ее навсегда лишают медицинской лицензии из-за того, что ее злоупотребление веществами обнаружил ее работодатель, доктор Вайс. На следующее утро Руби и Терри с ужасом обнаруживают, что Эрин покончила с собой из-за передозировки. Терри запирает детей в подвале и саботирует свой Ягуар, ожидая, что они снова попытаются сбежать и в результате погибнут. В их доме после появляются ростовщики, предупрежденные Руби, выдавшие себя за Эрин. Они кончают с Биглейтером, который пришел противостоять Терри, забирают Ягуар и Феррари Терри и настаивают на поездке. Услышав, что Терри умоляет их взять Вольво вместо Ягуар, Руби прокалывает шины Вольво, заставляя их уехать на Ягуар с Терри внутри. Машина наезжает на выступ и разбивается, убивая ростовщика и Терри. Тем временем детей подбирают дружелюбные полицейские. Они проезжают мимо места аварии с Феррари, и дети видят, как накрывают какое-то тело. Продолжая путь, он останавливается на месте другой аварии. Сказав детям остаться в машине, пока он проводит расследование, он находит машину и сообщает по рации, что есть один погибший. Терри вырубает его после, и затем тяжело раненый он выбирается на дорогу и, пошатываясь, направляется к Руби и Пэту, пряча свой пистолет. После Руби садится на водительское сиденье и, сказав Рету пристегнуть ремень безопасности, на скорости врезается в Терри, наконец убивая его. В финале фильма дети в последний раз возлагают цветы на могилу родителей вместе с дядей Джеком, который обнимает их и говорит, что все станет намного легче. Руби говорит ему, что уже стало, и они вместе уезжают домой в Чикаго. И на этом все, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал и напишите свои мысли в комментарии. Также посмотрите эти видео. Я желаю вам хорошего дня.